находитесь? Под куполом. Выше 6800. Какое его состояние сейчас? Не может сидеть. Валится на бок. Речь путанная. Наташа, вам нужно спускаться самой. Вы не сможете ему ничем помочь. Как меня понял? Прием. Я все понимаю. Но я не оставлю его одного. Летом прошлого года я водил группу альпинистов на пик Хантенгри. 8 августа мы спустились в базовый лагерь Северный Нальчек после акклиматизационного выхода. Обычно я не выключаю рацию, чтобы быть в курсе событий, происходящих на горе. Наташа, ответьте Южному. На приеме. Вам нужно спускаться. Наташа, погода портится. Скоро ночь. Я не оставлю мужа. Он совсем беспомощный. Я питье ему даю. Значит, ваше решение ночевать рядом с ним? Да. Первое впечатление было высота 6800. Видимо, повелитель неба хочет забрать очередную жертву. Второе, я ничем не могу помочь. До пострадавших даже моим темпом идти 2 дня. Наташа, Южному. На связи. Удалось вырыть яму? Нет. Ничего не вышло. Тут снега мало. В то же время меня очень удивил голос Наташи, излишне бодрый для этой ситуации. На связи она не ревет, не кричит «помогите». Она просто четко выполняет все то, что ей говорят, но при этом сопротивляется оставлять мужа. База, ответь. На приеме. Мужу плохо совсем. Мерзнет, так как не двигается, бредит. Наташа, держитесь. Ребята идут. Идут как могут. Не машины же. Люди обычные. Помню хорошо слова Димы Грекова. «Наташа, я тобой горжусь». Это после пережитой холодной ночи. Южный, ответь. На приеме. Обнаружены пострадавшие. Живые. Оба. Наташа может идти? Мужик нет. Ну а потом началась реальная игра со смертью в русскую рулетку, причем в режиме онлайн. Когда мы слышим, как их спускают, куда их спускают. Ощущение, что у тебя на руках умирает человек, а ты ничем помочь ему не можешь. Ощущение безысходности. Ужас. Реально ужас. Семейная пара, муж, инсульт, кровообращение нарушено. Все уже понимали, что он недвижим, поморожен. Безысходность. Безысходность от того, что его просто придется оставить на 6400. Хантенгри, ты хочешь забрать новую жертву? Вы, наверное, думаете, что горы разъединяют. Я случайно встретил Наташу в следующем году на альпсборах на Таганае. Она твердо решила сходить на вершину к повелителю небес. И мне представилась возможность из первых уст узнать, что же случилось в те августовские дни и ночи на горе. Ну, знаешь, на самом деле я почему-то умереть не боялась. Я боялась, что я останусь инвалидом. Что я обморожусь, и мне потом вот отнимут руки, ноги, и что я буду делать? Вот на самом деле как бы вот это больше меня волновало. Это, да, наверное, самое страшное наказание. Вот это меня очень волновало, да, на самом деле. Но как-то вот именно, что умрем, нет. И потом я с доктором поговорила, я говорю, нет, мы остаемся. И вот муж мне тоже говорит такой, они же лучше знают. И говорит, иди, раз они говорят, иди, говорит, они лучше знают. И вот я тут даже сказала, давай ты мне мозг не выноси, говорю, вот не выноси мне, говорю, сейчас мозг, пока я, говорю, решение приняла, все. Ну и вот и после этого меня муж так обнял, и я поняла, что я приняла правильное решение. Привет, друзья! Я вновь в Каркаре. За моей спиной птичка белая, которая завтра нас закинет в базовый лагерь Южный Инальчек под пик Хантенгри.
такой рюкзак здоровый взяла. Как ты его потащишь? Я с маленьким пойду. Это у меня баул. Ага. В общем, как вас встретил хан в этот раз? Примерно так и было, да? Ну да. Где жили? Жили, а вот поближе к вертолетной площадке, туда дальше. Вот. Туда, подальше. — 24 июля мы прилетели в Бишкек. Ну и получается, вот через день мы уже были здесь, на Южном. Прилетели в Бишкек, решили закинуться по малому пакету вдвоем, побыть, значит, и поначалу у нас все складывалось вообще замечательно. То есть в день прилета мы сразу пришли в фирму Oxide Travel, значит, оформили все документы, какие нужно было. Пошли закупать продукты, нам сказали, что все, завтра же мы выезжаем. Вот. Спросили, как мы будем добираться. Такие, ну, сами, конечно, мы по малому пакету, сами, ну, ладно. Буквально час проходит, звонит Тимур и говорит, у нас автобус свободно идет в Каркару, хотите, едьте на него. Мы говорим, ну, конечно, хотим, чем нам с пересадками ехать. Ну, мы закупили продукты, притащили все опять в офис, и, в общем, получилось так, что мы уехали на автобус в Оксае со всеми программами с купанием в Иссык-Куле, в общем, с обедами и так По далее. полному пакету. Да, почти как по полному пакету уехали в Каркару. Вот. Тоже с самолетом повезло сразу. Приехали вечером, нас взвесили, весь наш груз. В 6 утра уже был вертолет. Вот, вертолет, и мы сразу летели. То есть не ждали ни дня. Вот буквально вчера мы прилетели в Бишкек через, грубо говоря, сколько там, 2 суток, тогда мы уже были на Южном Минутчаке. Смотри, какая лавина идет. Вот так вот. Под такой лавиной нет шансов остаться в живых. Ну, в общем, нам на самом деле нам нравилось. Даже по малому пакету, по бомж-пакету, поэтому нам нравилось. Ясно. Пошли сразу к Грекову, спрашивают, где нам размещаться. Вот. Ну, он, естественно, показал там, где-то там вдали. Вот там, где стоят палатки бомж-пакетов. Да, вам туда. Спросил, значит, какой опыт. Но так как мы думали, что этот вопрос будет задан, мы взяли свои альп-книжки, полистали, он посмотрел, кто у нас старший тренер, сразу поулыбался, говорит, ну ладно, можете идти сами, жумарить умеете, его слова. Вот. Ну, в общем, 2 дня акклиматизации в базовом лагере. Первый день прилета и второй день полностью. На 3-й день мы уже выходим. Команда в этом году у меня собралась позитивная и креативная. Участники все раньше были в горах, многие из них с опытом высотных восхождений. Наталья быстро освоилась в коллективе и во многих вопросах заменяла меня, поскольку уже была в этих местах и не в первый раз. Она никому не рассказывала о том, что случилось с ней на горе год назад. 3-й день мы выходим в первый лагерь, ставим палатку, и там мы знакомимся с 3-м участником нашей группы, так получается. Это был итальянец. Он приехал один, говорил только по-английски, а вокруг никто английский не знал. И он, бедный, не мог узнать погоду. Рации у него не было, он даже не знал, что ее можно взять в прокат. Вот. А у близстоящих палаток он ничего выяснить не мог. Подошел, спросил у нас про погоду. Ну, мы ему, в общем, сказали. Оказалось, что он, естественно, раз один, у него нет связки, нет веревки. Мы говорим, ну, вставай с утра с нами бутылку проходить. Ну, в общем, вот так вот мы с ними познакомились. И с тех пор итальянец ходил с нами. Да, зовут его? Лукас, Сенегаля. Вот. Итальянец ходил с нами. И вообще в тот год очень много... Кто-то пришел пешком, кто-то забросился по малому пакету. Было очень много палаток, вот именно кто ходили сами. То есть у нас набралась довольно-таки большая группа с тех, вот, кто именно забрасывался нашим вертолетом, нашим рейсом. У нас рядом стояла команда Украины из 4 человек. Они довольно такие уже возрастные были, но, как говорят, схожая команда, они уже 20 лет вместе ходят. Вот. Мы с ними тоже познакомились. И, в общем, все вместе тропили бутылку.
По очереди. Шли первый раз долго, устали, тяжело. Для меня это был вообще самый тяжелый переход. Ну, не акклиматизированные, рюкзаки тяжелые, но дошли. Все. Полночь, пора в бутылку. Вот такие нынче буераки в бутылке. Шкрябаемся под сираками. В том году такого вообще не было. Да. Тут так ползли. Мы пришли на 5200, это ж первый акклиматизационный выход. Ночевали там на следующее утро. Мы втроем с Лукой, плюс украинцы 4 человек. Мы пошли в 3-й лагерь в Мульду. И там были трещины, поэтому мы снова взяли с собой веревку. Мы там даже проходили. Был, значит, такой курьезный случай, когда видим, значит, что трещина как бы с одной стороны до другой стороны полностью пересекает, и, естественно, на широко никто не хочет на этот хлипкий мостик встать. Значит, смотрим, кто первый пойдет, значит. Пока мы там решаем, все улыбаемся, и тут украинцы говорят: давайте итальянца пошлем решал. А он не понимает. Ему говорят: вставай первым. Он такой: да. И встает первым. Мы такие: не надо тебя первым. Именно поэтому вы его и назвали Лука, что... Да, как бы, мы ему уже объясняем: не надо первым, давай вставай в середину. Он такой: да я могу. А думаем, а не дай бог провалится, как ему потом объяснять-то это все по-английски. Я говорю: не, давай уже в середину. Ну ладно. В общем, по-моему, кто-то из украинцев встал первым. Все-таки по этому хлипкому мостику мы прошли. Вот, стала портиться погода, как всегда. Я не была ни разу в 3-м лагере, что там была хорошая погода, без метели. Всегда, сколько я там была, там всегда метель. Пока мы вот туда кто у нас в 3-м лагере погоду делает. Да, как мы туда поднялись, снова была метель, холод. В общем, мы решили там не ночевать. Мы там посидели полчаса и спустились все обратно. Спустились обратно, подождали вечера и проскочили бутылку, пока ее совсем не высыпали. Прогноз погоды был очень хороший. Я говорю, вот нам вот поначалу вот вообще везло. То есть прогноз стоял аж на несколько дней хороший. Мы вышли, мы даже что-то решили, что мы отдохнули хорошо, и мы вышли на день раньше. То есть мы не 2 дня отдыхали, ну вот как день, да, вот пришли, день отдохнули и пошли. То есть не 2 дня отдыхали. Но тут у нас случился казус. Когда мы переходили речку между Мареной и Ледником, там смыло переправу, которая была. И, в общем, в одну сторону сходили где-то с полчаса, в другую сторону с полчаса сходили. Ее нигде не перепрыгнуть. И берег очень крутой. Берег очень крутой, речка большая, ничего делать. Но вот пока ходили, значит, нашли, что в одном месте лежит льдина, которая на пол речки перегораживает, а потом с льдины можно перепрыгнуть на другой берег. Но все замечательно, только еще до этой льдины 2 метра, наверное, с лишним. Надо прыгать. Крепкая она или не крепкая, никто не знает. Ну и тут у моего мужа, значит, самая зрелая идея, и он говорит: Наташа самая легкая, давайте ее на льдину скидывать. Я говорю: давайте меня не будем скидывать, потому что мы идем на восхождение, если она хрупкая, то, соответственно, я все себе вымочу. Идем в высотных ботинках. Говорят: мы с тебя рюкзак снимем, и все нормально будет. Рюкзак сняли, Лука стоит, почесывает свой подбородок, такой: maybe. Я говорю: не maybe. В общем, они берут меня за одну руку, за вторую, и вот так вот опускают сначала, ну, докуда могут, потом отпускают. Льдина посчиталась, ну, вот здесь. Я, значит, перепрыгнула. Все, говорю, она шатается, но спрыгнуть можно. Дальше идет, значит, мой муж Сергей. Он спрыгивает, льдина шатается, и он одной ногой проваливается в воду. И я говорю: вот. Все-таки вот чья идея была, тот и пострадал. Вот. Потом, значит, уже подходят поляки. И я даю репик, и Луку спускают на репике до этой льдины, чтобы он уже, ну, не прыгал на нее. Луку спустили, начинают по очереди спускать поляков. Я уж не знаю, как у них там был привязан спальник. У них отпадает спальник от рюкзака, и спальник уплывает. Я узнала, что поляки, которые не говорили по-русски до этого, очень хорошо знают наше ругательство. В общем, поляки возвращаются обратно.
Они сказали, все, мы не пойдем без паники, куда-то на восхождение, поляки уходят обратно. После этого мы выходим на связь с греком, говорим, ну, мы, конечно, перешли речку, но с Хана к вам 2 с лишним метра никто не перепрыгнет обратно. Давайте что-нибудь туда притащите, киньте. И вот, кстати, эта железная лестница до сих пор стоит. Да ты чё? Да, вот, по которой мы вот сейчас подходим, она потом появилась, я не знаю, откуда они ее взяли. Вот. Но когда уже шли с восхождения, уже эта лестница там не стояла. Но так как у меня муж промочил свой высотный ботинок, соответственно, мы на восхождение тоже не выходим, и мы сидим, сушим в первом лагере, в следующий день сушим ботинок. И опять мы все собираемся вместе. Украинцы, на следующий день подходят поляки, вот, и все выходим. Бутылка, которая уже идет легко, потому что акклиматизирована. Вот. В бутылке мы ночуем, мы не идем сразу в третий лагерь. В бутылке в бутылке во втором лагере проходим бутылку, ночуем, потом в третьем ночуем. Потом решаем делать попытку штурма в третьем лагере. Народу вышло очень много. Мне вот кажется, что человек 20. Потому что кто-то с севера еще подошел команды. Вот. Вышли мы в 2 часа ночи. Шли долго. Шли. Уже светло. И вдруг я вижу эту площадку 6400. И я понимаю, что мы идем очень медленно, потому что уже расцвело. Точно не помню, сколько по времени. Но решаем, ладно, пройти дальше, посмотрим. Потому что там что-нибудь полегче будет, еще что-то. Мы проходим, наверное, метров 200 еще. Смотрим время, час дня. Но мы не успеваем на вершину, ну, либо уже придем ночью только. Выходим на связь с греком, он говорит, да, разворачивайтесь. Мы развернулись. Кто-то там еще пошел дальше, прошли колуар, еще что-то, но тем не менее грек всех развернул, и никто на вершину не сходил, кроме Луки. Лука сказал, я пойду. Он сходил, и его восхождение длилось 25 часов. После этого мы отсыпались, строили планы на будущее, чего делать, чего не делать. Вот. Все равно надо ждать, чтобы пройти бутылку, надо ждать вечера. И, в общем, пока мы сидели, если бы мы, конечно, ушли сразу с утра, мы бы ушли. Пока мы сидели, мы уже отдохнули, мы уже поели, мы уже отдохнувшие. И вот тут приходит такая идея в голову, мне приходит в голову идея, а не поднять ли нам лагерь повыше? Ну, Лука говорит, да, я пошел, я с вами встречусь в Бишкеке. Я уже все как сходила, и мы вдвоем с мужем собираем палатку, узнаем погоду, потому что уже сколько стоит, она уже несколько дней стоит, узнаем погоду. Погода стоит еще 2 дня. Сам Бог велел, как говорится. Что нам уезжать, у нас еще неделя отпуска. 2 дня еще будет погода. Вот. Мы собираем палатку, где-то в час, в 2 выходим. И сюда вот поднимаемся, но было уже темно. То есть мы шли, на самом деле, с рюкзаками не быстро. Пришли, поставили палаточку, легли спать, чуть не проспали восхождение. Уснули крепко. То есть вы не рано вышли? Ну, часа в 4 вышли. Не, на самом деле, не было. Была хорошая погода, было тепло. Вот не было такого ветра сильно. Все, вот я говорю, вот просто вот погода, вот она вот стояла все это время, сколько мы тут были. Вот пошли. Все хорошо было какое-то время. Потом у меня муж пожаловался на боль в желудке. Что-то, говорит, у меня желудок схватил. Я так думаю, ну иди всякий Ролтон тут. Думаю, может от Ролтона. Говорю, ну смотри, говорю, давай, что у тебя там. Ну, давай, говорит, это чай попьем, шоколадку, ну, то, что с собой было. Сидим, сейчас, говорит, посмотрю. Попил, шоколадку съел. Я говорю, ну как? Он такой, да вроде меньше стало. Я говорю, ну давай еще посидим. Ну, как бы вверх или вниз, куда идти-то, надо же решать. Ну, посидели. Он такой, да не, вроде проходит будет все. Говорит, ну пошли вверх, если что-то опять больно будет, как бы спустимся. Я говорю, хорошо. И все. И потом мы шли, мы практически не останавливались. Я шла впереди, он шел, ну, на веревку сзади, получается. Я на него периодически оглядывалась, он мне все типа, иди, что как надо. Так вот мы все с ними шли. Потом, в конце концов, решили снова посидеть, ну, попить чаю. Значит, остановились на какой-то там станции. Вот он такой, давай я первый пойду. Я говорю, ну хорошо, иди первый. И вот он пролазит 2 веревки, и все, и остается. Думаю, вроде как бы еще рано перерыв делать, только что сидели. Ну вот, ну думаю, ладно, что может там случилось, поправить может надо, еще что-то. Я к нему поднимаюсь, спрашиваю, чего случилось, и вот оказалась вот такая трагедия, что его пролезало. От чего я до сих пор этого не знаю.
Но он стоял, сидел. Лежал. Лежал, Он, получается, лежал. Да, я его начинаю переворачивать, а он даже сам перевернуться не может. То есть у него руки, ноги сгибаются, а вот перевернуться с живота на бок или на спину он не может. То есть Сколько это времени? 10 часов утра было. Это было 10 часов утра, как раз связь. Вот ровно в этой связь. Я его пока переворачивала, смотрю, 10. Беру рацию. Я еще даже рацией не умела пользоваться. Пытаюсь спросить у него, как выйти на связь. И у него речь, ну как сказать, она очень сильно замедлилась. И то есть вот такое впечатление, как вот... Ну, когда вот язык вот плохо работает, как вот Как пьяный? еще что-то. Ну, даже еще хуже, да, вот очень сложно различимо. То есть я несколько раз спрашиваю, как, куда нажимать. В общем, в конце концов понимаю, нажимаю, выхожу на связь и говорю, что у нас вот случилось такое ЧП, что человек вообще, он как, сам шевелиться не может, руки, ноги сгибаются, а сам не сесть, не лечь, не перевернуться, ничего не может. Вот. Ну что, Греков принял. Вызвал сразу доктора Аваса. Вот. Тоже, что непонятно, спросил, на какой бок заваливается. Заваливался он на правый бок, когда сидел, то есть сидеть без опоры не мог. Ну и что? И после этого стали ждать помощь, когда придет помощь. Но вот так оказалось, что да, на следующий день никто на гору не вышел. Но весь день. Вот вы проводите весь день. То есть все равно ты пьешь, ты поешь Нет. его, нет? Я не пила вообще. Я вот попила только тогда, когда вот первый раз он сказал, что у него болит желудок. Тогда вот мы посидели, чай попили, и я больше не пила. И не ела вообще. То есть я уже как бы оставляла это ему, потому что я не знала, что у него, что с ним случилось. У него через какое-то время, мне очень сложно говорить, потому что я на самом деле не смотрела на часы, в черных очках их вообще не видно, а каждый раз это все снимать, доставать из-под курток. Вот, это сложно. Сколько-то часов прошло, у него речь стала внятная. Не такая, как всегда, несколько растянутая, но внятная. То есть понятно, что он говорит. То есть вроде как бы даже что-то получше стало. А что он говорил? Ну, мы вообще обсуждали ситуацию, что делать. Я спрашивала, что болит, потому что доктор спрашивал, что болит. Я спрашивала, болит ли голова. Он говорит, нет, совсем чуть-чуть. Я говорю, что он ноги. Я, говорит, не могу терпеть, у меня болят ноги. Я так понимаю, что они, ну, как бы обморожены уже были, что он не шевелился несколько часов, что они просто у него были обморожены. Он говорит, я вот это едва терплю. Вот. Все остальное, он говорит, вообще ерунда. Ну, если он терпел боли, значит, они у него отходили. А солнце было? Да, погода была идеальна. Погода вообще идеальна, никакого ветерка. То есть мы сидим на гребне, вообще никакого ветерка, ничего нет. Вот, и руки у него сразу, то есть в локтях они сгибались, а пальцы нет. То есть пальцы сразу все на руках не сгибались. То есть он их не мог не разминать, ничего, чтобы, ну, как-то вот туда кровь пустить. Вот. Вскоре он их, естественно, чувствовать перестал. То есть он даже не чувствовал, когда у него там перчатка спала, еще что-то, он этого вообще не чувствовал. Ну, видишь, тут общая потеря кровоснабжения. Да, видимо, периферия. я поняла, что да, у него туда просто кровь не поступала. Потому что руки были белые-белые, и абсолютно вот пальцы не сгибались. Никак. Вы пытались спуститься самостоятельно? Что? Да, конечно, я сразу стала обдумывать все варианты, какие можно. Думала, смогу ли я его как-то, что-то привязав к веревке. Как-то я его смогу. Но тут вот как раз нож, да, вот как ты сказал. Я поняла, что это не вариант. Мне его просто не удержать. То есть он на какую сторону завалится, он, ну, как бы повиснет, он так и будет. То есть будет висеть тогда в висячем состоянии. Это никак. Думала я и о том, не спуститься ли мне на 6400 до палатки и не принести хотя бы спальник тот же, и горелку, там, чтобы кипяток был и так далее. Но опять же тоже, сколько часов мы поднимались. Я так представила на спуск, на подъем. И понимаю, что это будет поздняя ночь. И что он, когда он не может не шевелиться, ничего, он, скорее всего, замерзнет. Что это будет уже, ну, глубокая ночь. Что он просто замерзнет. Вот, затем, ну, тут и Греков по рации сказал: Наташа, копай яму. Снега там нет. То есть я начала в одном месте, нарушается, нет. Решила тогда уже к скале, чтобы хотя бы он не в обвязке сидел, потому что он до сих пор был пристегнут к станции. Чтобы он не в обвязке сидел, хотя бы, чтобы он мог лечь к скале его. Вот. Там я просто выровняла, получается, не яму выкопала, а выровняла площадку. И, ну, как бы, и вот туда. Он сам, пытаясь там
ползти, значит, на веревке, спуская. То есть это не на самой станции, а чуть пониже получается. Сделала ему эту площадку, получилось. Подстелила свой рюкзак. У нас один дома рюкзак. Подстелила под спину рюкзак, и он туда лег. Но так как уже получалось, что он был далеко от веревки, я его прицепила к себе, а сама прицепилась к перилам. Потому что думаю, если он повернется, мне его не удержать. Он в 2 раза тяжелее меня. Вот. Все. И говорю, все, будем ждать помощи, чего делать. Причем, опять же, тут уже вступился доктор. Стала давить на психику. Это вообще, конечно, такой момент психологический, когда он говорил, что нужно мне спускаться, чтобы я сама не замерзла. Давил на психику, это он сначала узнал, есть ли у меня дети, потому что дети останутся без родителей. На самом деле, конечно, решить сложно. Вот честно скажу, сложно решить. Потому что я понимаю, у меня ребенок взрослый, что он во мне не нуждается, что он сам пробьет себе дорогу. Вот. И с другой стороны, муж, который сейчас нуждается, потому что если я уйду, он замерзнет. Он просто замерзнет, он умрет не от инсульта, ни от чего. Это вот просто я его оставлю на смерть. Но ты понимаешь, что расчет-то сделан по-другому. Тащить одного или тащить 2 с высоты. То есть в любых спасработах самое главное — это не увеличивать количество пострадавших. И поэтому здесь все же понимают, на какой высоте ты находишься, где ты находишься, и что тебе предстоит ночь. Для спас-работ я понимала. Я это понимала, но у меня был выбор другой. Если я сейчас уйду, у меня муж умрет. Если я не уйду, есть шанс, что он выживет. То есть как бы вот такой. То есть дать шанс на жизнь или уйти. Ну да, или погибнуть вдвоем. Это тоже было. Но знаешь, на самом деле я умереть не боялась. Я боялась, что я останусь инвалидом. Что я обморожусь, и мне потом вот отнимут руки, ноги, и что я буду делать? Вот на самом деле как бы вот это больше меня Ну это волновало. да, наверное, самое страшное наказание. Вот это меня очень волновало, да, на самом деле. Ну как-то вот именно, что умрем, нет. И потом я с доктором поговорила, я говорю, нет, мы остаемся. И вот муж мне тоже говорит такой, они же лучше знают. И говорит, иди, раз они говорят, иди, говорит, они лучше знают. И вот я тут даже сказала, давай ты мне мозг не выноси, говорю, вот не выноси мне, говорю, сейчас мозг, пока я, говорю, решение приняла, все. Ну и вот и после этого меня муж так обнял, и я поняла, что я приняла правильное решение. Потом, ну что, сидели ночь, ну как сидели, муж у меня лежал, я стояла на ногах, прицепленная к перилам, потому что Греков сказал не спать, сказал, заснешь и замерзнешь. Так как это уже шли 2-е сутки, как я не сплю, конечно, меня вырубало, я очень хотела спать. Я даже стоя засыпала. Но когда стоя засыпаешь, начинаешь падать, и от этого просыпаешься. Вот иногда встала на колени, как бы как раз мужу больше от этого закрывала. Поземка была, ветер. Уже начал подниматься ветер, потому что тот был день хороший, а тут уже поднимался ветер. Ну, как бы лицо ему закрывало, чтобы его меньше дуло. Ну и заодно, когда сама очень сильно уже прям мерзла, это я понимала, что мужу тоже надо трясти, он стал бредить, он стал в бред впадать. То есть у него такой вот полусон, полуявь, он не понимал, где он находится. Вот. И вот когда я очень мерзла, я так его не трогала, думаю, ну, хоть пока в бреду, может, ему полегче, хоть не так больно. Вот. Но когда очень сильно замерзала, то я его начинала, ну, как бы тоже выручить, чтобы он не замерз. То есть, Но он тоже его потряхивало, получается. Конечно, конечно, он тоже мерз, да. Вот. Поэтому я его пыталась повернуть тоже, давай, что сам-то он не мог повернуться, чтобы там на одном боку, на другом, он же тем более еще на снегу лежит. Только рюкзак под ним. И вот так вот у нас прошла ночь. Иногда он как бы осознавал, где он был. И мы с ним разговаривали, что мы будем делать после того, как нас спустят. Что сначала вот он в Каркару, я говорю, сначала в Каркару в больницу, говорю, это по-любому. Потом, говорю, сам рейс, говорю, в Москву будем оформлять. Ну, вот как бы все с ним это. Разговаривали, что как дальше будет. План настроен. Потом наступает рассвет, мы очень обрадовались рассвету.
потому что стало теплее, на солнце стало, самое холодное время пережили, стало теплее, и мы его пережили. Вот. И мы этому очень обрадовались. Теперь я говорю, день-то мы по-любому проживем, хотя уже воды никакой не было. Я говорю, ну все равно день мы по-любому сейчас проживем, потому что солнышко. Хорошо, муж сильно обморозился, еще и лицо. То есть после ночи, когда солнце выглянуло, я увидела, что у него лицо практически все черное, то есть все обморожено. То есть очень плохо кровоснабжение работало. Вот. И тут нас находят гиды, которые шли нам на помощь аж с 5200 с севера. То есть они приняли эту информацию. Они свою группу довели до перемычки, оставили на девушку гида. И два гида, стали подниматься нам на помощь. Попили чай, поели и без сна с 5800 стали подниматься к нам на помощь сразу. Поэтому они пришли где-то вот к 7 часам утра. Они пришли, мы, конечно, очень обрадовались. И было вот такое настроение, что уже все. Сейчас спасут. Да, сейчас спустят и уже все. То есть у меня вот не было ни малейшего сомнения, что что-то пойдет не так. На самом деле, вот как бы день, пока мы ждали, и ночь, да, там, многие всякие мысли крутились в голове. А именно когда уже пришли, почему-то я в них так поверила. Вот. Ну и гиды, естественно, сразу сказали, спускайся, не дай бог, что с тобой, ты уже столько на высоте. Нам дают его спустить. Давай спускайся. Вот. А это уже наша работа. Его спускать надо. Они принесли наш спальник, они заглядывали в палатку на 6400 у нас, они взяли наш спальник, взяли наш коврик. То есть как бы они обмотали, сделали кокон ему, все. Вот. И я пошла, я спустилась. И вот тогда, когда я пошла, посмотрела на мужа, и вот он мне сказал, принеси мне в больницу квас. Я сказала, хорошо. И я ушла. Спустилась. По дороге меня, чуть-чуть не доходя до 6400, догнал меня еще один молодой человек, сказал, я гид от Аксая с севера работаю, мне сказали помочь снести вам лагерь. Я говорю, почему? Он говорит, потому что отсюда невозможно забрать будет вашего мужа, мы, говорит, будем забирать 6000, нужно лагерь спускать на 6000. Мы с ним вместе сняли палатку, он отнес рюкзак мужа на 6000, не на 6, на 5 если быть точнее. Вместе с тобой? А я свой рюкзак собрала, а он рюкзак мужа и туда палатку, и снесли на перемычку. После этого я набрала грека операции, говорю, мои действия дальше, чем могу помочь? Сказал, ничем, отдыхай, жди мужа. Но вот на самом деле он сказал, найди свободную палатку свою, говорит, не ставь, отдыхай, говорит, и жди мужа. И вот на самом деле я легла в свободную палатку, и на какое-то время я просто отключилась. Вот. Я просто отключилась. Потом, когда я пришла в себя, как всегда, была метель в этом 3-м лагере. Ничего было не видно, то есть погода испортилась окончательно. Пока я спускалась, еще было солнышко с утра. С обеда уже была метель полная. Вот. Ну и сидела, ждала уже в этой палатке, когда его спустят. Ну, так получилось, что гиды пришли одни. Я спросила, где он. Они мне ответили, что спускали они всего вдвоем, что сил у них больше не было, и они его не успели спустить до 6000 и оставили на 6480. И все. А палатки уже не было. Так что они его оставили в спальнике, пристегнутым к перилам. И сказали, завтра выйдут снова, чтобы спускать. Все. Вот на этом и закончилась наша история. Ну, на самом деле не закончилось, утром-то пошли. Я очень хорошо помню момент, когда тебя уговаривали спуститься вниз, а ты сопротивлялась. Это уже было тогда, когда они дошли до тебя. Мы рацию слышали. Во-первых, мы вообще все слышали. Они пошли его спускать, но я знала, что муж ждет меня.
Поэтому я не пошла вниз. Они сказали, мы его спустим сейчас до 6, а ты спускайся еще ниже. Я сказала, нет, я буду спускаться уже с ним. Потому что я уже тогда пожалела, что я спустилась раньше. На самом деле у меня силы были, и я могла бы еще несколько часов как бы, ну спускаться за ними, чтобы не мешать уже. Ну, я понял, Спас но... работам, все, чтобы он не оставался один. Потому что я знала, что он впадает в бред, он не понимал, что он на горе. Мы когда ночью сидели с ним, разговаривали, он мне иногда говорил, а почему мы здесь сидим? Пошли домой, здесь холодно, пошли домой. То есть он не понимал, что он на горе. И я его уговаривала, подожди, надо подождать. То есть вот были у него такие моменты, что он не понимал, где. И когда они его так на ночь оставили, я, конечно, уже всю ночь не спала. Но как ты думаешь, вот он, понятно, что обмороженные руки, тем более пальцы, сам ты говоришь, не двигаются. Вообще не двигается. Каким образом он мог А он отстегнуться? обвязку снял. Он не отстегнул карабин. Он обвязку снял. Обвязку снял. Обвязку. То есть обвязка осталась пристегнутая, Да, а его обвязка не осталась. было. Обвязка осталась. То ли ему показалось тоже что-то, то ли куда-то он пошел. Может, лучше стало, не знаю. Может, пополз. Ползти-то он мог. Ну да. Но я говорю, он не отдавал себе отчета, где он находится. То есть вот этот вот бред и явь, они как бы перемежались. Я тебе больше скажу, что если бы ты осталась вот там с ним ночь, ты бы не отдавала себе отчета, где ты находишься. Но здесь на 6400 палатка стояла, здесь было все, здесь была еда, питье, у нас здесь все было. Мы бы здесь не мерзли, понимаешь, мы бы в палатке хотя бы не мерзли. Вторую ночь холодную пережить, я представляю, что тут бы уж точно без обморожения не обошлось. То есть именно то, что если бы я спускалась за гидами, вот, как бы вот моя ошибка, в чем я себя виню. Если бы я спускалась за ними, палатка бы здесь осталась. Ну да, но палатка-то осталась, а вот остался бы он. Ну, это уже другой просто, В общем, то есть гиды, получается, поднялись на следующий день и обнаружили, что есть Всё беседка. пусто. но- Да, беседку они мне принесли. Когда мы ходили на акклиматизацию и спустились вниз, моему мужу больше всего хотелось попить квас. Он пришел в столовую, спрашивал и сказали, квас мы не завозим вообще никогда. То есть здесь такого нет. Вот. И тогда решили, что вот прямо когда спустимся в Каркару, сразу литр кваса купим. Ни больше, ни меньше и выпьем его. Вот. Ну и получилось так, что после акклиматизации мы пошли снова на восхождение. Там с ним случилась трагедия уже. И когда я уходила, пришли гиды, которые помогали его спускать, значит. Я уходила, единственное, что он мне сказал вдогонку, принеси мне квас. Вот. И теперь я иду к нему с квасом. Так что будем на 6400 пить квас. Прощаться я не буду, потому что он всегда сказал. А вот последнее желание, квас, который я хотел, и крикнул мне вдогонку, принеси квас, я принесла. Поэтому давайте сейчас все попьем квас. Давайте.